Барев народ, а вы знали, что у Армении за всю историю было больше столиц, чем у многих империй? 12 разных городов на протяжении почти 3 тысячелетий поочередно становились центрами армянской государственности. От берегов озера Ван до современного Еревана. Представьте, древние урартские цари правили из крепости на скале, средневековые багратиды короновались в городе тысячи церквей, а великий Ганнибал лично участвовал в строительстве одной из армянских столиц. Каждая смена столицы – это драматический поворот истории, отражение великих побед и трагических поражений. Сегодня мы пройдем этот удивительный путь от Тушпы до Еревана, и я расскажу вам истории, которые превращают сухие учебники в захватывающие хроники. Пристегивайтесь, потому что нас ждет путешествие длиною в 3000 лет. Все начинается у синих вод озера Ван, где на мощной Ванской скале высотой 80 метров возвышалась Тушпа, первая столица армянских земель. В IX веке до нашей эры царь Сардури I превратил эту естественную крепость в центр могущественного царства Урарту, предтечи армянской государственности. Вот представьте себе, на вершине этой скалы царский дворец с залами, которые украшены синими и красными фресками, а неподалеку храм бога Халди и арсеналы с железным оружием. У подножия этой скалы шумный город с мастерскими, где ковали лучшие доспехи Древнего Востока, а также виноградники, орошаемые сложной системой каналов. Кстати, о каналах. Канал Шамирам, проведенный царем Минуа в VIII веке до нашей эры, работает до сих пор. 35 километров канала через скалы и ущелья. Это инженерное чудо, которое снабжало водой столицу 3000 лет назад и продолжает поить современный город Ван. Ассирийцы называли Тушпу неприступной. В 735 году до нашей эры великий завоеватель Тиглат-Паласар III осадил город, но взять скалу-крепость так и не смог. Урартские цари правили здесь до VI века до нашей эры, пока не пришли медийцы и не разрушили последний оплот древней цивилизации. Сегодня на Ванской скале сохранились десятки клинописных надписей урартских царей, высеченных прямо в базальте. Это каменные летописи, рассказывающие о победах, строительстве храмов и ирригационных системах. Когда стоишь здесь, понимаешь, что именно отсюда начинается история армянской государственности. Кстати, если вам интересны такие исторические факты, обязательно загляните в наш новый телеграм-канал «Сердце Армении». Там мы каждый день будем делиться короткими, но очень увлекательными историями о нашей стране. А еще у нас есть специальный подарок для подписчиков – бесплатная статья про топ-10 легенд Еревана с такими историями, которых вы точно не найдете в учебниках. Получить подарок очень просто. Подписывайтесь на канал по ссылке в описании и пишите боту, который там указан. Ну а мы продолжаем наш рассказ о столицах. Переносимся в Араратскую долину, к подножию Арагаца. Здесь в IV веке до нашей эры поднялся Армавир, первая столица независимой Великой Армении. По преданию, город основал Арамаис, внук легендарного Хайка, прародителя всех армян. Но археология рассказывает более сложную историю. В 776 году до нашей эры урартский царь Аргишты I построил здесь крепость Аргиштихинили. Позже, в 331 году до нашей эры, когда династия Ервандидов освободила Армению от персидского владычества, этот город стал столицей и получил имя Армавир. Это был не просто административный центр, а священный город. Согласно Мовсесу Хоренаци, здесь стояли 3 величественных языческих храма – храм Луны, храм Солнца и храм памяти предков. В храме богини Анаид приносились богатые жертвы, а жрецы
гадали по полету священных птиц. В районе Армавира найдены удивительные артефакты, греческие надписи с отрывками из Еврипида и Гесиода, эланские таблички с эпизодами из эпоса о Гильгамеше, а также имена царей династии Ервандидов. Это свидетельствует о высокой культуре и международных связях древней столицы. Армавир оставался столицей до II века до нашей эры, пока изменение русла реки Аракс не заставило искать новое место для центра государства. Но даже потеряв столичный статус, город продолжал существовать до XIII века, пока его окончательно не разрушили монголы. В 220 году до нашей эры царь Ерванд IV основал новую столицу в стратегически важном месте, там, где сливаются реки Аракс и Ахурян. Ервандашат стал третьей столицей Армении, названной в честь своего основателя. Это был настоящий город-крепость. Стены высотой 12 метров сложены из огромных базальтовых блоков без использования строительного раствора, только точнейшая подгонка камня к камню по технологии, которую позже назовут циклопической кладкой. Археологи до сих пор поражаются мастерству древних армянских строителей. Река обеспечивала городу естественную защиту с двух сторон, а мощные стены превращали Ервандашат в неприступную твердыню. Здесь чеканились монеты с изображением богини Анаит, и отсюда армянские цари управляли торговыми путями между Востоком и Западом. Но судьба города оказалась трагической. В 364 году персидский царь Шапур II с огромной армией обрушился на Армению. Ервандашат героически сопротивлялся, но был взят штурмом. Персы не просто захватили город, а полностью разрушили его. 20 тысяч армянских и 30 тысяч еврейских семей были уведены в плен и расселены в далекой Персии. Сегодня на месте великого города стоит небольшое село Ервандашат. Но если знать, что искать, то среди современных домов можно найти древние базальтовые блоки. Это остатки стен 3000-летней давности. А теперь самая удивительная история в нашем путешествии. В 176 году до нашей эры царь Арташес I основал новую столицу, которую римляне назвали армянским Карфагеном. И это название было не случайным, потому что в строительстве города участвовал сам Ганнибал. После поражения при Заме великий карфагенский полководец бежал на восток, ища союзников против Рима. Армянский царь принял его с почестями. По свидетельству Плутарха, именно Ганнибал выбрал место для новой столицы. Он приметил местность, чрезвычайно удачно расположенную и красивую, сделал предварительные наметки для будущего города и убедил Арташеса застроить его. Место действительно было выбрано гениальное. Слияние рек Аракс и Мецамор, окруженное с 3 сторон водой, защищенное мысом Хор-Вираб, на пересечении важнейших торговых путей, включая Великий шелковый путь из Китая в Европу. Арташат был жемчужиной эллинистического мира. Здесь были театр, гимнасий, библиотека, роскошные дворцы и храмы. Раскопки города открыли невероятные общественные бани с мозаиками, ритуальные сооружения, а также монетный двор. Город украшала знаменитая золотая статуя богини Анаит, которую позже вывез Марк Антоний. Интересно, что даже когда Тигран Великий построил свой Тигранакерт, Арташат не потерял столичного статуса, потому что у Армении временно было 2 столицы. Город процветал почти 700 лет, пока в 364 году его не постигла та же участь, что и Ервандашат. Персидское нашествие Шапура II превратило армянский Карфаген в руины. В
77 году до нашей эры царь Тигран II, прозванный Великим, решил, что его огромная империя нуждается в новой столице. Тигранакерт должен был стать центром державы, простирающейся от Каспийского моря до Средиземного моря. Этот город строился как символ могущества. Тигран переселил сюда 300 тысяч человек из завоеванных городов, греков из Каппадокии, евреев из Месопотамии, арабов из Сирии. Тигранакерт стал космополитическим мегаполисом древности, где говорили на десятках языков, процветали ремесла и торговля. Царь не жалел средств на украшение столицы. Здесь был построен великолепный театр, где играли греческие трагедии. Были построены дворцы, украшенные золотом и мрамором, а также храмы различных богов. Тигранакерт по праву стал соперничать с Антиохией и Александрией, но величие длилось недолго. В 69 году до нашей эры римский полководец Лукул осадил город. Тигран потерпел поражение в битве при Тигранакерте, и его мечта об армянской империи рухнула. Римляне разграбили столицу, а переселенных жителей отпустили по домам. После этого столица вернулась в старый добрый Арташат. Тигранакерт, конечно же, продолжал существовать, но уже как обычный провинциальный город. Позже арабы переименовали Тигранакерт в Диар-Бекир. Под этим именем он и дошел до наших дней в Восточной Турции. Царь Вагарш I в 163 году основал новую столицу на месте древнего селения Вардке-Саран, город Вагаршапат. Он навсегда вошел в историю как место, где христианство впервые в мире стало государственной религией. В 301 году здесь происходили судьбоносные события. Царь Тардат III, исцеленный святым Григорием Просветителем, провозгласил христианство государственной религией Армении. А в 303 году на том месте, где, по преданию, Григорию явился Христос, был заложен первый кафедральный собор Эчмиадзин, в переводе «место сошествия единородного». Вагаршапат оставался столицей до 335 года, но его духовное значение только возрастало с каждым годом. Здесь формировались основы армянской христианской культуры, переводились священные тексты и создавались первые церковные школы. Когда в 405 году Месроп Маштот создал армянский алфавит, первые книги на армянском языке были написаны именно здесь. То есть Вагаршапат стал центром золотого века армянской литературы V века, который армяне называют веком переводчиков. Сегодня этот город известен как Эчмиадзин, резиденция католикоса всех армян. И уже более 1700 лет отсюда духовно назидаются 10 миллионов армян по всему миру. Кстати, ЮНЕСКО включила Эчмиадзинский комплекс в список всемирного наследия как выдающийся памятник раннего христианства. Друзья, мы с вами открываем невероятные факты о 12 столицах Армении. Но знаете, что нас очень беспокоит? С каждым годом все меньше людей знают эти истории. Древние камни разрушаются, архивы пылятся, а молодое поколение порой даже не догадывается о величии своих предков. Но есть и хорошая новость. На экране вы видите имена тех, кто уже поддержал наш канал. Спасибо Сарк Магнум и Захар за оформление спонсорства. Благодарим Арину за донат, а также анонимного добродетеля и всех остальных друзей. Именно благодаря таким людям мы можем продолжать наше дело. А теперь у нас еще большие планы. Мы хотим переводить наше видео на английский, французский и испанский языки, чтобы вся мировая диаспора могла изучать родную историю. И если вы знаете, как организовать качественную озвучку на разных языках или готовы помочь с переводами, пожалуйста, напишите нам на почту в описании под видео. Также для создания следующего эпизода про Армению Багратидов нам не хватает 20 000 рублей.
рублей. За стоимость одного кофе, всего 200 рублей, вы помогаете создать целый выпуск, который увидят тысячи людей по всему миру. Ваша поддержка означает, что школьник в Марселе узнает о царе Ашоте Железном, а студентка в Сиднее о величии Ани. И не обязательно жертвовать много, даже 50 рублей имеют значение. Главное, что вы с нами в этом важном деле сохранения памяти. Ссылка на отправку донатов и оформление спонсорства в описании под видео, а QR-коды на экране. Спасибо, что помогаете армянской истории дойти до сердец людей по всему миру. В 335 году царь Хосров III Котак основал Двин, последнюю столицу Великой Армении. Название происходит от персидского «холм», и действительно, город раскинулся на 7 холмах, как Рим или Константинополь. Двин быстро стал одним из крупнейших городов Азии. Персидский историк писал, по богатству своему Двин соперничал с многими городами тогдашнего мира. Здесь пересекались торговые пути между Европой и Азией, процветали ремесла и чеканились монеты. В городе жили армяне, персы, арабы, евреи и греки. В Двине была своя школа живописи. Здесь работали лучшие архитекторы и ювелиры, а армянские купцы из Двина торговали шелком в Константинополе и пряностями в Багдаде. Двин захватили арабы в 642 году, но город не потерял своего значения. Он стал центром арабской провинции Армения, которая включала в себя Армению, Иберию и Албанию. Арабские наместники чеканили здесь монеты и собирали налоги с огромной территории. Настоящая трагедия пришла в X веке. Серия разрушительных землетрясений превратила цветущий город в руины, а довершили дело нашествия кочевников. Таким образом, к XIII веку от Великого Двина остались лишь развалины. Сегодня археологи ведут раскопки на холмах близ села Двин, и здесь найдены остатки дворцов, церквей, жилых кварталов и изделия ремесленников. Одним словом, свидетели былого величия последней столицы Великой Армении. После падения Великой Армении прошло 457 лет. Казалось, армянская государственность исчезла навсегда. Но в 885 году произошло чудо возрождения. Князь Ашот Багратуни был коронован царем, и столицей нового царства стал древний Багаран. Этот город имел глубокие исторические корни. Еще в III веке до нашей эры царь Ерван IV основал здесь религиозный центр, который назывался городом богов. Сюда из Армавира были перенесены жертвенники языческих богов, и здесь совершались главные религиозные церемонии. Выбор Багарана как столицы был символическим. Багратиды подчеркивали свою связь с древними армянскими традициями. Так, Ашот I короновался в VI веке в храме святого Георгия, который сохранился до наших дней. Еще Багаран находился в стратегически важном месте на реке Ахурян, контролируя торговые пути. Именно отсюда Ашот I объединил армянские земли, отбил атаки арабов и добился признания своего царства от Багдада и Константинополя. Багаран был столицей возрожденной Армении 5 лет. В 890 году Ашот I перенес резиденцию в Широкован, однако Багаран навсегда остался священным местом для династии Багратидов, и именно здесь хоронили армянских царей. К сожалению, сегодня от древнего города остались лишь руины на армяно-турецкой границе. Однако храм святого Георгия по-прежнему стоит в цитадели, напоминая о временах, когда отсюда управляли возрожденной Арменией. Царь Ашот I перенес столицу в Широкован в 890 году. Это город в плодородной Ширакской равнине. Именно здесь прошла коронация сына Ашота I, Самбата I. Здесь же формировались основы нового армянского государства. Широкован стал свидетелем драматических событий. Самбат I героически боролся с арабами, но в 914 году попал в плен и был распят на кресте.
царстве. Его сын Ашот II Железный поклялся отомстить за отца, и поэтому в 921 году произошла решающая битва на берегу озера Сиван. Ашот II на голову разбил арабское войско и навсегда изгнал завоевателей из Армении. Таким образом, армянское царство стало по-настоящему независимым. Из Широкована Ашот II управлял расширяющимся государством. Он принял титул Шахиншах, что значит «царь царей», который когда-то носили персидские владыки. Армения вновь стала великой державой. Широкован был столицей Багратитской Армении 38 лет. Именно отсюда армянские цари контролировали территории от озера Ван до Тбилиси. Отсюда же велась дипломатия с Византией и Багдадом. В 928 году столица переехала в Карс. Широкован же постепенно пришел в упадок, а в 13 веке был окончательно разрушен монголами. Сегодня на месте Широкована турецкое село, где среди современных построек иногда попадаются древние армянские камни. В 928 году царь Аббас I перенес столицу в Карс, неприступную крепость в армянских горах. Этот город был основан еще в IV веке и славился своими мощными укреплениями. Карс контролировал важнейший торговый путь между Черным морем и Месопотамией. Отсюда армянские купцы везли товары в Трапезунд и Константинополь. Здесь же пересекались дороги на Тбилиси и Карин. Карс был столицей армянского царства 33 года. Здесь правили цари Аббас I и Ашот II Милостивый. Город процветал, строились новые церкви и дворцы, а также развивались ремесла. Но в 961 году Ашот III принял судьбоносное решение перенести столицу в Ани. Карс потерял столичный статус, но остался важным региональным центром. После падения Багратитского царства Карс неоднократно переходил из рук в руки. Им владели турки, персы, русские. В 1878 году город захватила Российская империя, а в 1921 город был передан Турции по Карскому договору. Сегодня Карс – это турецкий город с трагической судьбой. От армянского наследия почти ничего не осталось. Церкви разрушены или превращены в мечети, а армянское население исчезло после геноцида 1915 года. Лишь массивные крепостные стены напоминают о временах, когда отсюда правили армянские цари. В 961 году царь Ашот III Милостивый принял решение, которое навсегда изменило армянскую историю. Столицей царства стал Ани, город, который назвали городом тысячи церквей. Ани был построен на треугольном плато между ущельем реки Ахурян и долиной Бостанлар. Естественные преграды превращали город в неприступную крепость, а плодородные земли обеспечивали процветание. При царе Гагике I Ани достиг невиданного расцвета. Население города превышало 100 тысяч человек. По тем временам это был мегаполис. Ани соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. Город просто поражал архитектурными шедеврами. Там был кафедральный собор с инновационными конструкциями, церковь Святого Григория с удивительными фресками, круглая церковь Спасителя, дворцы Багратидов. Все это создавало неповторимый облик средневекового Ани. В городе работали лучшие архитекторы, художники и ювелиры. Здесь создавались армянские миниатюры, чеканились монеты, ткались знаменитые ковры. Ани стал центром армянской культуры и искусства. Но в 1045 году произошла катастрофа. Последний царь Гагик II под давлением завещал свое царство Византии. Ани потерял независимость. А в 1064 году турки-сельджуки захватили и разграбили город. Из 100-тысячного населения одна половина была вырезана, а другая уведена в рабство. Хотя позже они частично восстановили, он уже никогда не вернул былого величия. А землетрясение 1319 года окончательно превратило город тысячи церквей в руины.
И вот мы добрались до финала нашего путешествия, современного Еревана, 12-й столицы Армении. Но здесь кроется парадокс. Ереван одновременно самая молодая и самая древняя столица. Молодая, потому что столицей он стал только в 1918 году, когда образовалась первая республика Армения. До этого Ереван был провинциальным городом, центром Ереванского ханства, потом уездным городом Российской империи. Но древняя, потому что основан Ереван в 782 году до нашей эры урартским царем Аргишты I. Крепость Эребуны на холме Аринберт – это свидетельство о рождении армянской столицы возрастом 2807 лет. В 1918 году, когда рухнула Османская империя, армяне впервые за 900 лет получили возможность создать независимое государство. Ереван стал столицей крошечной республики, зажатой между большевистской Россией и кемалистской Турцией. Настоящее преображение Еревана началось в 1920-е годы, когда архитектор Александр Таманян разработал генеральный план города. Розовый туф из местных карьеров стал визитной карточкой столицы. Широкие проспекты, площади, здания в стиле неоклассицизма создали неповторимый облик розового города. Советский период принес Еревану индустриализацию и урбанизацию. Население выросло с 30 тысяч в 1920 году до миллиона к 1980. Были построены метро, университеты, театры, заводы. Одним словом, Ереван стал крупнейшим промышленным и культурным центром Закавказья. А в 1991 году Ереван стал столицей независимой республики Армения. Сегодня Ереван – это современный город с древней душой. Рядом с римскими развалинами стоят стеклянные небоскребы. В подземных клубах звучит джаз, а на рынке торгуют фруктами, как 3000 лет назад. Одним словом, город контрастов. Итак, мы прошли удивительный путь длиной в 2800 лет от Тушпы на берегу озера Ван до современного Еревана у подножия Арарата. Во время инаугурации мэра Еревана ему на шею надевают золотую цепь с названиями всех древних столиц Армении. И этот символический жест показывает, что прошлое не забыто, оно живет в настоящем. Какая из этих столиц впечатлила вас больше всего? Пишите в комментариях. А если хотите узнать, какие тайны скрывают руины они, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Кстати, это лишь верхушка айсберга, потому что история нашей страны полна невероятных фактов и легенд. И я напоминаю, что мы создали телеграм-канал нашего проекта, место, где мы изучаем историю Армении без скуки. Спасибо, что были с нами. Манак Баров.